Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал, и это мое новое видео. Сегодня мы с вами поговорим об 1RL. Сейчас эта игла набирает очень большую популярность, и многие мастера мечтают начать ей работать. Так вот, в этом видео мы обсудим все популярные страхи, описанные об этой иголочке, и работах, сделанных этой иголочкой. Ну и, конечно, как же начать ей работать, если очень хочется. В Инстаграме перед началом этого видео я создала вопросник в историях, куда мне задавали свои вопросы касаемо иголочки. Вот, вопросы получились довольно интересные, и я с удовольствием на них отвечу в конце этого видео, так что поехали! И начнем. Давайте со страхов. Чем коварна эта игла? Поскольку это всего одна иголка в спайке, и при малейшем углублении, даже которое вы можете не заметить, татуировка в будущем может расплыться сильнее, чем контур от 11 рей. По своей системе данная игла режет кожу, как лезвие. Это значит, что нельзя проходить несколько раз по одному и тому же месту. Не всем тату-машинкам подходит данная игла. Идеальный ход это 3,5, 4,2, но не выше. Если машинка контурная, то, соответственно, ей уже нельзя работать. Я рекомендую почитать рекомендации правил эксплуатации вашей машинки и совместима ли она с данным типом игл. Я всегда говорю начинающим мастерам, чтобы постепенно переходить на более тонкую спайку, вам нужно отточить мастерство на более толстых иглах. Согласитесь, сделать контур 9 рей намного проще, чем 3 рей. И таким образом, постепенно оттачивая мастерство на 9, снижаться на 7. Продолжать работать и учиться делать 7. Дальше на 5, 3, ну и потом уже у вас пойдет 1. Если вы, конечно, к этому стремитесь. Просто если вы сразу соскочите с более толстого контура на самый тонкий, это не значит, что вы как скипнули несколько уровней и сразу начинаете делать вот эти. В процессе пробы более тонкими иглами, постепенно снижаясь, вы случайно можете наработать руку, случайно можете найти свой стиль и понять вообще, а нужна ли вам эта тонкая игла. Может, вам супер комфортно делать какие-нибудь орнаменты толстыми иглами. Так вот, если вы начинающий мастер, можете ли вы здраво оценить свой контур? Равномерный ли он? Идеальный ли он? И можно ли вам уже брать более тонкую спайку? Как же я начинала работать 1. Вернемся много-много лет назад, когда я только боялась вообще просто даже 3 работать. Самый тонкий контур у меня был 9,7. 3 я использовала только для теней, вип-шейдинга, там, детворка и проработки каких-нибудь мелких деталей, прожилок в цветках. Постепенно снижаюсь на более низкий уровень. На низкий я имею в виду более тонкую иглу. И когда уже остановилась на 3, думала, что все, это вот мое, и ниже не пойду. Начиталась в тот момент несколько отзывов о работе 1, что они красивые только месяц, а потом они уже все расплываются и становятся пятном. Конечно, такой репутации не хочет получить ни один мастер, что его работы, извините, становятся ужасными, завлекают только первыми красивыми фотографиями. На самом деле, очень много красивых, заживших работ 1 вы можете найти в интернете, на страницах в Инстаграме мастеров, которые давно практикуют 1RL. И все эти мифы можно разбить просто сразу же. Мифы распускают как раз-таки больше те мастера, которые боятся работать 1RL, или они взяли, попробовали, у них не получилось, выпало ужасно, фу, никогда не берите никто, и я тоже не возьму. Когда я уже была на этом уровне 3 и боялась приступить к 1RL, потому что есть много нюансов, о которых я не знала, которые мне мешали начать работать, и как раз-таки вот эти описанные страхи. Я сменила студию, и в какой-то из дней мне мой коллега дает картридж с 1RL и говорит: пробуй. И вот у меня случается проект, это Lotus, и я думаю попробовать 1 сделать именно какие-нибудь детальки в этом проекте. Добавить прожилки, добавить тени, попробовать что-то еще, каких-то дополнительных линий. Так работая, прорабатывая детальки в одном проекте, потом
в других проектах уже делай какие-то основные свои собственные элементы. Это как листочки рядом с какими-нибудь пионами. То есть всю работу я выполняла 3 RL, а наполнение и детальность я отдавала 1 RL. И постепенно уже вот такой пробой, спустя 2 года, я могу уже выполнить работу полностью 1 RL. И сейчас мне намного тяжелее вернуться к тройке, ведь я так и привыкла к 1 RL, и мне кажется, что работа вместе с 1 RL наносится намного легче и спокойнее. Так как же начать ей работать? Наверное, сейчас мы переходим к самой интересной части этого видео. Поэтапный план. И первое, начнем с таких нюансов. Начать нужно супер аккуратно, еле-еле касаться кожи. В процессе вы найдете для себя нужную глубину и поймете, что нужно делать. Обратите внимание, что если вы видите паутинку, которая расходится вокруг контура, это значит, что вы делаете татуировку слишком глубоко, и тут уже ничего не сделать, она будет перебита. И, кстати, эта рекомендация относится ко всем конфигурациям игл, не только к единичке. Не водить несколько раз по одному и тому же месту. Как я уже сказала, что это довольно тонкая игла, и она по своей системе режет кожу. Если вы будете несколько раз проходить по одному и тому же травмированному месту, то вы можете только навредить, и, возможно, в этом месте татуировка также расплывется. Обязательно поставить небольшой вольтаж. Вы можете почитать рекомендации по работе с вашей машинкой и найти ее рабочий вольтаж от скольки и до скольки. Также вы можете заметить, что многие мастера работают на разных скоростях. У меня это где-то от 6,8 до 8. Многие мастера работают от 4 до 5. У всех супер разно. Каждый выбирает, как ему комфортнее. И также вы можете понять и отследить, на каком вольтаже вам комфортнее работать. Вольтаж для единички обязательно должен быть меньше тройки. Рекомендую начинать работать этой иглой, как я уже рассказала про свой метод, то есть к основной работе, выполняемой другой иглой, троечкой или пятеркой, начинать добавлять маленькие детальки, какие-нибудь прожилки, прорисовки, сердцевинки у цветов и все подобное. Попробовать сделать тенюшки, но заметьте, что с тенями тоже нужно очень аккуратно, потому что, опять же, это 1 RL, и вы можете точно так же сделать хуже, прорабатывая тени. Все равно нужно водить этой иглой по поверхности и аккуратно. Ну и, конечно, обязательно просите ваших клиентов присылать вам фотографии своих заживших работ. Только так вы можете отследить, правильно ли вы все делаете через месяц после заживления татуировки, через 3 месяца. Конечно, через 3 месяца уже вряд ли что-то влияет на работу, потому что заживает она до месяца. Но для себя вы можете что-то взять и понять, и как же улучшить свои навыки и начать ей работать. Еще раз повторим, это низкий вольтаж, начать с мелких деталей, не углубляться. Не водить несколько раз по одному и тому же месту. И какими иглами пользуюсь я? Работаю я в основном всегда Quadron Optima. Размер иголочки я покупаю в основном 30-ю. Если их нет в наличии, то я покупаю 25. Все-таки мне больше нравится видеть контур, который я провожу, нежели чем в 20-й спаечке, потому что она более тонкая. Не знаю, я с ней пока не сдружилась, возможно, в будущем к ней приду, но пока мои фавориты остаются 30 и 25. Практически всегда контура 1 RL выпадают и требуют коррекцию. Добрый день, как заживают работы, выполненные 1 RL? Все, конечно, зависит от вашего мастерства и качества работы, которую вы выдаете. Отслеживаете ли вы, как заживают работы у клиентов, и вносите ли какие-нибудь коррективы в процесс. Есть еще много факторов при заживлении татуировки. Если ваш клиент соблюдает все рекомендации по уходу, то и татуировка заживает хорошо. Если ваш клиент просто забил и сразу пошел выпил алкоголь, а потом покупался в бассейне и забыл о том, что татуировку нужно увлажнять, то как бы и заживет она соответствующе. То есть не во всех случаях виноват мастер, а не во всех случаях виноват клиент. Нужно как бы искать середину и просить клиента обязательно соблюдать все правила ухода, потому что татуировка все-таки делается 1 раз и делать на всю жизнь. И естественно, да, если вы сделаете коррекцию, все можно поправить, но коррекция не всегда может дать именно
тот результат, который мог бы быть при первом нанесении. Лучше работать грейвошем, если делать тату 1RL. А на самом деле все зависит от вашего эскиза, от вашего стиля. Я работаю в основном только черным пигментом. Грейвош использую для теней, как я уже рассказывала в моих предыдущих видео. Могу сказать, что работы, выполненные 1RL и черным пигментом, по своему внешнему виду и по ощущению зажившей работы кажутся намного светлее татуировок, сделанными другим размером иглы, той же черной краской, за счет визуальной плотности. То есть контур у 1RL он более тонкий, у других толстый. И более толстый контур черной краски он перевешивает по внешнему виду, и кажется, что работы выглядят чернее. На самом деле все одинаково, но визуально 1RL все-таки светлее. И еще есть такой забавный случай, что татуировки, выполняемые машинкой с ходом 3,5, могут заживать светлее, чем с ходом иглы 4,2. Но это все зависит от рук мастера. То есть я не могу сказать, что это прям такой факт, и что оно будет именно так, но вы можете попробовать, следить за собой и проверить. Это было не в моем рабочем опыте, а моей коллеги. Как настроить вылет, чтобы не пробивать и не поплыла? Я никогда в жизни не работала в притоп, или как это называется, когда у вас торчит минимальная иголочка, и вы носиком картриджа вводите по коже. Я не знаю, как это устроено, и даже если я пробовала, мне всегда непонятно, потому что я не понимаю, что там сейчас у меня происходит, я не вижу, насколько у меня пробивает игла кожу. У меня это вылет 3-3,5 миллиметра из носика. Я уже на глаз ориентируюсь, как мне комфортно. Я ставлю так 3, 1 и все остальные иглы. То есть я хочу видеть вылетающую иглу и смотреть, насколько глубоко она забивается у меня в коже. У меня все нанесение работы происходит на весу. То есть я не упираюсь как ручкой в лист, не упираюсь носиком в кожу, отслеживаю, где у меня что в данный момент пробивается, какой контур делается и насколько это все делается глубоко или поверхностно. Здравствуйте! От чего краснеет кожа от 1RL? Как это избежать? Не могу сказать, что от 1RL кожа как-то по-особенному краснеет. Мне кажется, это все индивидуальная реакция. Это все еще может быть из-за того, как клиент подготовился к сеансу, выспались ли, не ощущает ли какого-нибудь атмосферного давления, мигрени, пили ли кофе и так далее. От этого уже зависит, насколько сильно будет краснеть кожа. Мне не особо страшна краснота кожи в процессе. Главное, чтобы там ничего лишнего не выделялось, не кровило и особо не сочилась сукровица. С этим действительно не очень комфортно работать, и такие сеансы затягиваются обычно, иногда их лучше даже переносить, потому что качество нанесения, не могу сказать, что улучшится, если у вас там особо все льется из татуировки в процессе. Но если все окей, кожа просто покраснела, то это не особо страшно, и даже если вы хотите сделать по итогу фотографию, а кожа такая же алая, то фильтры в Lightroom помогут все исправить. На каком этаже работаешь? Делаешь ли за один проход или напыляешь? Работаю я на 6,8-7,2, это у меня стандартный вольтаж для единичек, я подбираю для каждой работы индивидуально. Все зависит от места, на котором я работаю, что это за участок кожи, насколько подготовлен был человек к нанесению татуировки, насколько он ухаживал за кожей на этом месте. Много факторов, от которых зависит само нанесение. Если там кожа сухая или слишком жирная, то придется повозиться на этом месте, может подольше, может придется нанести несколько раз. И насчет напыления, нет, мне кажется, единичкой это делать невозможно. Единичкой лучше проводить все за один раз. Но насчет каких-нибудь прямых линий и орнаментов, когда я их делаю единичкой, я сначала стараюсь сделать такой легкий набросок единичкой, чтобы потом стереть весь трансфер, потому что он сильно-сильно мешает в таких тончайших работах, выполняемых единичкой. И потом уже сверху по этому намеченному уже прохожусь основательно и нормально, уже прорабатывая линии. В основном использую это все в орнаментах, в прямых линиях и кругах. Можно ли сделать большую работу с випом, напылением только 1RL? Конечно, можно. Наверняка вы даже видели подобные работы, каких-нибудь микрореализмов, из которых могут собирать
большие рукава. Возможно, это занимает не один сеанс и не 5 сеансов, а много. Я думаю, вы точно видели работы, выполняемые в микрореализме, которые выполняются 1RL, и они создаются как раз-таки с напылением и без контуров, только в основном тенями. У меня есть подобная работа, которую я делала 5 часов. Здесь у меня, конечно, есть контур, но в большей части тени. Выполняла я их в основном черной краской и грейвошем. Линии всегда выпадают, приходится проводить несколько раз. Что хочу сказать. Сначала учитесь делать более толстые контура толстыми иглами. Отрабатывайте навык. Нарабатывайте свой стиль, нарабатывайте руку, учитесь держать машинку, учитесь делать линии, контурить, создавать работы, а потом уже постепенно снижаясь к более тонкому контуру, вы найдете как раз-таки этот баланс, где вы сможете с первого раза провести идеальную линию и поймете и отследите для себя по зажившим работам. Действительно ли эта татуировка у вас выпадет вся? В чем же была причина? То есть сначала нужно уделить время и научиться работать в определенном направлении и постепенно снижаться к желаемому. Идеальная линия. Как ты тянешь, нажим, проходишь ли еще раз. Как я уже рассказала про орнаменты, вы можете сначала сделать набросок орнамента, набросок линии какой-нибудь, круг и еще что-то, а потом уже полностью стерев трансфер, уделить этому месту больше внимания и проработать его лучше и качественнее. Нажим иглы также определяется в процессе. Вы только по своим ощущениям можете понять, насколько вам удобно и комфортно. Ни один мастер, ни один профессионал-мастер не скажет вам, как нужно делать, как держать машинку, как ставить вылет. Только вы сами, ориентируясь на свои собственные ощущения, находите именно то, что комфортнее вам, в каком стиле развивать дальше, как вам удобно сидеть, как вам удобно держать машинку. Только так вам станет комфортно, и может от этого будут еще даже качественные татуировки. На этом и все, ребят. Оставляйте ваши комментарии. Было ли вам интересно смотреть это видео? Нашли ли вы что-то интересное для себя? Или попробовали что-то, или попробуйте уже в практике? Задавайте ваши вопросы по поводу 1RL. Я на них отвечу. Также подписывайтесь на канал. Под этим видео находится ссылка на мой инстаграм. Там я появляюсь намного чаще. Смотрите за моими работами. Спасибо за просмотр. Пока-пока.